В общем, мы никогда не проводили эксперименты со слоновьей пастой, и я абсолютно без понятия, как она работает. Вот. Да, я думаю, никто не знает. Поэтому сейчас нам как минимум нужно немножечко разузнать про эту информацию и посчитать все реактивы и вообще, как это будет все работать. Общий сбор? Общий сбор. Так, на самом деле этот эксперимент достаточно простой. В интернете очень много информации насчет него. По первым же ссылкам видно все ингредиенты. Получается перекись водорода, калий, ферри и все. Ну, еще краситель туда добавляют для красоты. Тут еще, кстати, пишут что-то про воду. Она тоже, видимо, нужна. Да, нужна, но только если мы в большом объеме это будем делать. Ну, мы и будем делать в большом объеме. В принципе, мы уже поняли, какие нам нужны ингредиенты. Я предлагаю сейчас просто их выписать на доске и посчитать их соотношение и понять, сколько мы вообще ингредиентов сможем купить на эту сумму, и потом примерно вычислить объем того, что получится. Вода, калий, перекись. Берегись. На 1 литр воды нам нужно использовать 0,33 калия, Перекиси 5,8. 0,58 ферри, а краситель, ну, уже как бы... Напиши по вкусу. По вкусу. Что из этого самое дорогое? Получается, самое дорогое это калий. 6000 за 6 килограмм. тысяч за килограмм. Вода из крана 0 рублей. Перекись Это 446,6. 446. Ферри. Кажется, ферри у нас оставалось после какого-то ролика, поэтому у нас будет... У нас Мы не 100 использовали, литров купили. ферри реквизитный лежит. Ну да, там Поэтому 0 рублей. Основной бюджет уходит на калий и перекись. Мы сможем реализовать 40 порций. Я предлагаю прямо сейчас провести мини-эксперимент. У нас же есть реагенты. Для тестов брали. Давай поищем просто, сейчас по-любому что-нибудь найдем. Я, кажется, все нашел! Делать это мы все будем в мини-мини-мини-мини-мини-мини размерах. 140 миллилитров перекиси. Совсем немножечко красителя. И остался самый главный ингредиент. Это калий, который мы размешиваем с водой. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Давай! Тепло, тепло прям. Реально горячий. Самый главный прикол в том, что то, что мы сейчас сделали, это 40 раз меньше Одной порции. одной порции. А нам нужно 41 порцию. 40 умножить на 41 получается... 1640. Наш основной эксперимент будет в 1600 раз больше, чем вот это. И я предлагаю этот эксперимент провести не просто в ангаре, потому что это будет скучно, а в каком-то закрытом пространстве. У меня давно была идея провести это в машине. Но мы искали с ребятами машину и нашли автобус. Намного масштабнее. Самое главное, что стоит он тоже намного больше. Я предлагаю сейчас заняться закупкой ингредиентов и сразу же приступать к эксперименту через неделю, когда это все приедет. Ну что, вот, собственно, и наш автобус, с которым мы проведем эксперимент. Никогда не думал, что я когда-нибудь куплю автобус для эксперимента. Чё, пацаны? Здорово. Объем у этого автобуса достаточно большой. Давайте спустимся, я вам покажу, сколько мы там купили всего реквизита. Для эксперимента. 250 литров перекиси мы взяли для эксперимента. Ферри порядка 22 литров. Красителя порядка 3 литров. И порядка 11 килограмм калия. Приступаем к установке всех конструкций в автобусе и параллельно для вас проведем еще парочку экспериментов. Мини-экспериментов. Макс, ты забыл кое-что рассказать. А, точно. Я совсем забыл. Края света не существует. Это факт, с которым никто не будет спорить. Зато на планете есть не менее интересные места, побывать в которых удается далеко не всем. Например,
Северный полюс. Добраться до туда удается лишь единицам, потому что это огромная сложность. Но зато от этого можно получить невероятные ощущения. Хочешь посмотреть на бескрайние льды и северное сияние? Или послушать рассказы молодых ученых, познакомиться с научпоп-блогерами, принять участие во флешмобах и, допустим, посмотреть вживую на белых медведей, котиков, тюленей, китов и песцов. Тогда нужно зарегистрироваться на сайте по ссылочке в описании, пройти интеллектуальные и творческие задания и попасть в число тех 25 участников, которые отправятся на самую северную точку планеты. Сложновато, но это того стоит. Ссылку на сайт проекта «Ледокол знаний» Coma Science Project при поддержке Росатома мы оставим в описании. При регистрации каждый от меня лично получит мое персональное напутствие. Ну и что я могу сказать? Желаю вам удачи, ребят. Ну а мы продолжаем. Этот аквариум нам нужен лишь для того, чтобы залить главный ингредиент. Это перекись водорода, ее больше всего у нас. У нас здесь есть мерная шкала. Тут мы сможем понять, сколько мы залили перекиси водорода. Заносим это все и устанавливаем внутри нашего автобуса. Ну, так как все-таки у нас здесь будут находиться химикаты, поэтому находиться здесь, сказал бы, нельзя. Эта конструкция создана специально, чтобы мы запустили все это дистанционно. Скручиваем, заполняем и запускаем. Работает все очень легко. Сюда привяжем веревочку, ее отпустим, и калий выльется прям в нашу перекись. И начнется... Подготавливают все к главному эксперименту, у меня возникла идея. Как и всегда, мини-эксперимент. Короче, эта пена, она очень сильно расширяется. Увеличивается в объеме гораздо больше, чем кола и ментос. Что если запустить эту реакцию в закрытом пространстве? Я не знаю, пока не совсем понятно, потому что мне кажется, что она такая мягкая, воздушная, и как будто бы она, так как бутылка прочная, просто не даст ей возможности прям так вот расшириться. Я не знаю, наверное. Наверное, ничего не произойдет. Мы не узнаем, пока не проверим. Нам нужна пустая бутылка. Так, заливаем сюда перекись. Идеально. А теперь зальем сюда моющее средство. Теперь мне кажется, что она лопнет. Сейчас будет взрыв! Получается, что да. О, до свидания, ребят! Мы вас сюда не пустим, если... Нормально. Они нас не пустят. Теперь нам нужна вода и размешать в воде йодистый калий. Ты готов, Игоряс? Нет, я не готов. Не повторять этого дома. И нигде вообще никогда, ни при каких условиях. 3. Бежим! Какая долгая реакция была! Просто... Мне кажется, с автобусом будет то же самое, нет? Жесть просто! Я думал, я глохну! Тут от бутылки ничего не осталось. Все в этой пене, но автобус не пострадал. Просто Он не видно, ждет тут всё желтое. основного эксперимента. Короче, нам нужно наполнить этот аквариум 200 литров перекиси водорода. Поэтому начинаем. В этом деле главная безопасность. Эта штука немного опасная, поэтому мы носим маску, респиратор И я и не могу перчатки. ее открыть. Пацаны, тащим следующий ингредиент. Такс. Ну-ка. Я потом за проезд рассчитаюсь. Заливаем. Че, ферри? Ферри. Теперь все это дело нужно аккуратненько размешать.
Это, знаешь, это китченет. До запуска основного эксперимента осталось совсем немного. Нам нужно просто заполнить второй контейнер и его перевернуть. Но перед этим мы хотим провести все-таки какой-никакой более-менее масштабный эксперимент, чтобы оценить ситуацию. Как она вообще быстро будет расширяться, потому что прям масштабного эксперимента мы еще не проводили. Максимум делали в бутылке. А сейчас мы возьмем бутылку немножечко, совсем чуть-чуть побольше. Это Зор. Может быть, мы впервые в жизни увидим то, как взрывается Зор. Этого уж точно никто не делал. Ну а для начала давайте его надуем. Схема стандартная. Сначала мы заливаем перекись водорода в наш маленький воздушный шарик. Теперь добавляем феррик. Добавляем краситель. Теперь как кошечка перемешиваем. Вот так. Будет очень смешно, если в тот момент, когда эта пена полностью наполнит этот зор, и вот-вот он должен взорваться, он просто случайно покатится к нам. Стой, не шатаем, все. Я засовываю ведро. Аккуратно. Все готовы? Осталось его только копнуть. Все готовы? Да. Давай. Раз, два, три. Вы видели это? Как красиво! Она до сих пор надувается. Вы понимаете, что то, что мы сделали, это совсем не масштаб того, что произойдет в автобусе. А мы уже заполнили автобус. Смотрите, она Он, расплавилась. по-моему, не расплавился, он, по-моему, растянулся просто, когда она надувалась. Слушай, тут И такой теперь- жар, мне кажется, что... Ну, вообще, может, и подплавился. Ну и даже тот масштаб, который вы увидите сегодня, сейчас, это ничто по сравнению с тем, что будет на 1 000 000 рублей. Поэтому еще раз напомню, подписывайтесь, и уже очень скоро выйдет этот видеоролик. Ну а пока вы подписываетесь, мы закидываем в автобус последний ингредиент, и мы начинаем. Сейчас самое главное, чтобы эта конструкция сработала так, как задумано. Потому что если она сработает не так, то нам придется как-то ее обезвреживать. А я сюда бы идти вообще бы не хотел. Сейчас, в данную секунду, очень страшно, потому что все заряжено, все уже готово к реакции. Очень страшно, мы очень долго это готовили на самом деле. И это очень ответственный момент сейчас. Я волнуюсь, и мне страшно. Ты не хочешь возвращаться? Почему мне сейчас страшно, как никогда? Потому что сейчас будет задница лёгкая, как никогда. 10. Очень страшно, очень. 7! Билеты, можно сказать, на самые лучшие ряды. VIP, это называется VIP. Все зависит теперь только от меня. 3! Горят потихоньку. 2! 1.
Почему они открыли сами? Я видел, там дверь вот так отодвинула. Дверь капец как просто вот так отодвинула. Я прям видел ее вот так отодвинула. Мочалка. Вот это выглядит как реально как мочалка. В увеличенном объеме. Вы видели, как сильно она вверх ударила? Да, я видел. Я потому что не заметил, а потом я посмотрел, да, на потолок, и там просто эта пена висит везде. Жесть. Посмотри, Я где-то в этот момент перебежал, Еще одна сейчас морда. закончится. Морда в Самое странное, что ты до сих пор стоишь. Прошу заметить, вот это мини-эксперимент, потому что следующим экспериментом будет эксперимент на 10 раз больше. Он выйдет на 13 миллионов подписчиков. Вы знаете, что делать. Как достать GoPro?